Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего, события недели с 17 по 23 февраля. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Я же буду благодарна вашим комментариям, поскольку подобный расклад был прежде очень давно на моем канале, но вот теперь я решила возобновить. И также больше было прогнозов по пасьянсам, и тоже они несколько отошли на задний план, они бывают редко, поэтому я соединила одно и второе. Напишите, как это откликается в вашей душе, насколько для вас это актуально или попросту нравится. А мы идем вперед, и первый у нас пасьянс. Вот именно события, событийный ряд раскрывают эти маленькие карты. Никогда не знаешь, что же выпадет. Всегда сюрприз. Давайте будем смотреть. С чем это связано? Неделя. Какие события, какие вопросы вам придется решать? Может быть и так. Вот смотрите, Солнце. Определенно есть повод для радости. Либо что-то для вас решается со знаком плюс, либо какая-то перспектива, то, что вы себе наметили, она вроде бы как все к тому идет, да, вот есть такая фраза, ну, слаженно что-то, как механизм какой-то срабатывает, но, безусловно, это означение удачи, выбора правильного направления, ну, как пройти дорогами судьбы, но есть какой-то очень значимый пункт на этой неделе, и может быть как что-то судьбоносное, надо рассмотреть, или каким-то образом не упустить эту возможность, потому что когда выпадает значение Солнца, скорее всего, мы этим будем заниматься активно в течение последующих 6-8 месяцев. Вот что-то на кону может стоять очень важное. И у каждого в своей сфере жизни карты не передают именно сферу жизни. Нам больше они говорят о том, что как событие. Поэтому есть радостное событие, но вот смотрите, у вас выпадает еще колокол. Это какая-то внезапность, это как извещение или новость. Чаще мы слышим какую-то информацию, и это то, что к нам приходит объективно, то есть мы на это не влияем. Нам нужно принять как свершившийся факт или то, что он, ну, может быть, мы как-то должны определить свою жизнь или организовать себя, или адаптироваться к какой-то ситуации. Давайте будем смотреть дальше, что еще нам расскажут карты, с чем это может быть связано. У кого-то это может свидетельствовать так, что через какую-то неожиданную новость, которая может где-то ставить в тупик поначалу, будет как раз доброе продолжение. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, и тогда, я должна сказать, очень часто мы проявляем сильные стороны своего характера, собственной личности, как раз в тех ситуациях, которые к нам приходят неожиданно. Для кого-то это может быть как ситуация выбора. И пока я с вами разговариваю, смотрю, что еще у вас совпало. У вас совпадает, смотрите, переживание. Череп – это переживание, это внутренний какой-то эмоциональный дискомфорт, который, в принципе, не основан ни на чем. И выпадает лебедь в одной плоскости практически, рядышком. А лебедь – это искренние отношения, это любовь, это эмпатия. И вот такие какие-то сомнения могут быть по части личной жизни. Или вы можете сомневаться в вашем человеке. Кто знает, может быть, это новое знакомство. И вы будете обдумывать, что этот человек значит для меня. Или зачем он появился в моей жизни. Вы можете кому-то не доверять конкретно. Может быть, это и прежнее знакомство. Вы какой-то выбор делаете по части отношений. Конечно, когда выпадает лицо или маска, точнее, это всегда надо быть настороже, потому что есть какой-то человек, который транслирует одно, поступает совершенно по-другому. Нужно себя сохранять. Тогда примите во внимание, все же у вас выпадает значение Солнца. Тогда вот этот колокол или какая-то как новость, да, которая
приходит, может быть, это как знание какого-то свершившегося факта или заявление конкретного человека, решение конкретного человека. С одной стороны, это может быть, конечно, какая-то игра, потому что маска. Нам не говорят всей правды, нам транслируют что-то одно, по сути, в глубине души человек имеет что-то другое. Может быть, специально какая-то тень на плетень наводится, но так или иначе игра, вот если мы говорим, причем не ваша игра. И тогда, ну, не нужно терять самообладание, для вас самое время правильно проанализировать что-то. Может быть, это как какой-то гештальт. Вы закрываете окончательно, потому что вам это надоело, я такое могу предположить. Или карта нам говорит, ты пока не торопись, вот именно наблюдай. Да, за тобой наблюдают. За вами, мои дорогие львы и львицы, могут наблюдать. Что у нас еще совпадает? И по разным причинам, кстати. Кто-то может за вами наблюдать через соцсети, потому что вы люди интересные, красивые, импозантные, и вы можете быть кому-то интересны. Но ваша основная задача себя сохранять. Вот я вижу так. Предельное внимание, потому что все же маска выпадает, и значит, не все золото, что блестит, или не вся лесть нам во благо, может быть и так. Нужно быть определенно реалистом на этой неделе. Но деньги выпадают, и это само по себе очень такое приятное событие. Смотрю, что у вас совпало, потому что, в принципе, мы можем соединять крайние ряды. Смотрю, что может быть соединено по крайним рядам. У вас может быть соединено прекрасное значение. Посмотрите, колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Это где-то символизирует вот это солнце, правда? Как минимум уж одно желание исполнится. Насколько полное, тут, наверное, у каждого по-своему. Но все же не пропустите, потому что по солнцу, как я сказала, это какой-то важный факт или какое-то предложение, может быть и дорога, или какое-то событие, которое вы не можете оставить без внимания. Как вот 6-8 месяцев активного участия, и это как своеобразный прорыв. Это как путь наверх. У кого-то по работе, у кого-то, может быть, это вы окончательно как прозреете. Вот и такое я могу допустить, потому что у каждого своя судьба, хоть и соединяет один знак зодиака, но все же каждый стоит на своем уровне социальной лестницы. Это правда, как бы мы это не отрицали. Или каждый имеет свое намерение, правда? У кого-то в личной жизни, да, допустим, сейчас, ну, полный швах, никак ничего не состыковывается. И кто знает, может быть, вот именно теперь вам последовательные события вас подводят к какому-то итогу, что вы что-то должны завершить, а у кого-то наоборот – что-то начинается в личной жизни, как новое знакомство, и карты могут останавливать и говорить: подожди, Лев, ты тут впереди паровоза не беги, ты себя немножко сохраняй. И все же я вижу для кого-то какое-то очень доброе продолжение партнерских отношений, потому что у вас кольцо еще совпадает. Именно если мы соединим второй ряд. Смотрю, что еще может быть. Но то, что личная жизнь, деньги, финансы и какой-то своеобразный прорыв. Но при этом и есть неожиданные новости. В целом, вот характеристика этой недели. Давайте мы несколько проясним и рассмотрим основные сферы. И первая сфера – это будет ваши достижения, работа и деньги. Ну, про деньги нам сказали, деньги где-то приходят, есть возможность заработать, может быть и новое предложение, но это вы можете углубиться в изучение какого-то нового проекта. Вы сами можете чем-то заинтересоваться, причем так по-настоящему, потому что по пажу кубков мы что-то изучаем, поскольку паж, а поскольку кубки, мы вдохновлены этим проектом. У кого-то это может быть и вопросы, связанные с детьми, когда тоже есть какое-то продолжение. Может быть, это как радость, ваши достижения, если это ваши дети, тоже делают какой-то прорыв. Ну, может быть, в учебе, или это взрослые дети, у них получается осуществить какое-то свое намерение. Но вообще карта хорошего настроения на неделю где-то предвещает так. И карта отшельника нам говорит, вам никто не мешает. Я люблю эту карту, потому что то, что я себе поставила в план, никогда не нарушается по этой карте. Но один важный пункт. Не надейся ни на кого.
Надейся только на самого себя. Но если мы сказали по части вдохновения, а отшельник – это тот, кто идет своим путем, духовным путем, здесь может быть и такие более высокие вопросы с учетом того, что у нас лунные узлы расположены теперь на оси рыба и дева. Это может быть как новое духовное направление, новые духовные практики. Или когда вы начнете что-то подобное применять или заинтересуетесь какой-то новой сферой. Это карта и интуиции тоже, которая нам дает правильные подсказки. Вот на карте шел наш отшельник. Практически на всех картах отшельника есть фонарь. Это прообраз интуиции. И по преданию он включается, зажигается вот в тот момент, когда это необходимо. И зажегся этот фонарь. Поднимает. Наш отшельник фонарь видит змея. Ну вот где-то вот эта маска. Будьте внимательны. Действительно, вроде иду своим путем, никому не мешаю. Но есть та персона, которая за вами наблюдает. Карта еще раз подтверждает. И примите во внимание, вы не должны рассказывать о себе много. Ну, где-то стараться избегать, чтобы вам позавидовали. Вот буквально так. Отшельник – это дервиш. Это нищий практически. Потому что для него не столько важно материальное, сколько для него именно духовное. И вот эти лунные узлы, которые на новой оси, как я сказала, это связь духа и материи, или возвышенное и земное. Что-то вам нужно определить или соединить, высокодуховное, или как важный смысл вашей жизни, или задать себе вопрос, чего же я хочу достичь. Может быть, кто-то на начальных этапах вот таких вот серьезных преобразований в вашей жизни, а кто-то просто продолжит путь с какими-то новыми возможностями. И правда, тут 6-8 месяцев как минимум аркан умеренности нам говорит, что какой-то твой план, а по отшельнику это всегда как план, проект. Ты будешь активно уделять внимание, вот, наверное, где-то до конца года. И здесь не стоит торопиться. Здесь будет важно внимание к деталям, или важна еще ваша как и интуиция, так и настойчивость. Давайте узнаем сферу ваших отношений, любви и личной жизни. Каковы энергии? Вот нам переворачиваются снова деньги. И, кстати, нам переворачивается девятка жезлов. По девятке жезлов мы не должны торопиться. Карта великой мощи. И при всем при том, мы знаем в классических колодах Таро, если вы вспомните, обычно нам воин, всегда воин изображен. Он либо с перевязанной головой, либо как-то, ну, вот так осторожно он из этого забора из 9 жезлов выходит. Это нам вообще карты о чем говорят? В первую очередь они нам пытаются передать то значение, что мы уже напили где-то себе шишек. Или прошли какой-то сложный путь проб и ошибок, и здесь мы не должны себе буквально навредить. Есть два пункта, которые ты должен принять во внимание. Ты не можешь бездействовать, когда тебе что-то угрожает, и ты точно так же не можешь бездействовать, чтобы упустить какую-то возможность. И здесь это может быть, конечно, жезлы, дела, работа, бизнес, наши свершения, мои дорогие. Ну, где-то, может быть, и по части личной жизни здесь тоже дают подсказку. Итак, сфера любви, отношений, каковы энергии. Ух ты, карта императрицы. Это символ нового «я». И для кого-то все то, что я по девятке жезлов сказала, это действительно проигрывается. Но и для всех остальных, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, мои дорогие девочки, это карта вашей силы. Это какая-то ваша внутренняя перезагрузка. Вот это самое солнце. Идти своим путем. Очень плодовита императрица и буквально... Ну, тогда это для кого-то может означать, как «я жду ребенка сообразно возрасту и поставленным целям». А для кого-то плодовитость проигрывается на планы, на идеи, на какую-то креативность. И здесь действительно какой-то новый проект может у вас зародиться буквально в вашем сознании, или приходит возможность, и вы захотите это осуществить. Кто знает, может быть, это где-то будет связано с переездом, с тем переездом, который вы будете планировать, но вы, понятно, не на неделе это совершите, а может быть, к концу года или даже через год. Вот я такое могу предположить. Отшельник идет медленно, но это для вас будет означать иное качество жизни. Вам нужно какой-то правильный выбор сделать, да, в сторону самих себя, но при этом быть дипломатом
и быть настроенным на то, чтобы, безусловно, опять же, императрица, она себе не навредит. Но для кого-то из вас это может быть смена статуса. И мы смотрим на личную жизнь, и у кого-то в последующем в личной жизни изменение статуса. Хотя я могу предположить, что это каким-то образом будет и перекликаться со сферой ваших достижений, но энергии на личную жизнь более чем продуктивной, правда? Продуктивной почему? Потому что личная жизнь – это где-то и любовь, но и не только про любовь. Это наше творчество, любимое дело, занятие – это то, что мы хотим осуществить, но в каких-то правильных рамках, может быть, или в правильном фарватере. И тройка пентаклей всегда сдача жизненного экзамена. Она нам говорит о том, что определенный этап нашей жизни подходит к концу. Самое время делать выводы, выбор, может быть, и устремиться вперед. Вы с чем-то должны определиться. По этой карте буквально вы можете начать изучать новый язык. Или вы можете язык программирования начать изучать, потому что вам эта область интересна, да? И действительно, какое-то изучение мы после перекладываем на практику, и это нам приносит деньги. Или какой-то очень добрый эквивалент, который нам действительно нужен в реальной жизни. Мы чему-то обучаемся, но и тройка – это всегда число будущего, поэтому вы смотрите в будущее. Может быть, вы что-то анализируете, может быть, какие-то отношения. Буду ли я что-то продолжать или нет? Каковы же еще энергии? Основная задача – это пятерка пентаклей, мелкая карта, но это всегда недостаток. Так вот, для вас подсказка. На последующий период продумать свою стратегию, чтобы не было недостатка во взаимопонимании, вот как два ключевых момента или два ключевых направления, и чтобы не было финансовой бреши. От этого будет складываться благополучие императрицы. Давайте как карту совет или карты совет, мы их достанем 3. Чему нужно уделить внимание, каким сферам, что обустроить, что согласовать, в чем навести порядок. Снова все то, что я сказала, подтверждает нулевой аркан. Правда, какой-то жизненный этап уже закончен. И теперь мы должны, ну, видимо, сохранить то, что имеет смысл сохранять, или то, что должно быть и может быть продолжено. Правильную какую-то перестановку собственных намерений, целей и быть очень внимательному. Хаос перед началом творения. Об этом говорит карта. И нам показан такой шут, который жонглирует всеми знаками зодиака. Но определенный хаос может как раз и означать какое-то событие или что-то происходит вокруг вас. Вот то, что мы не изменим, я говорила по аркану колокол. И вам нужно вписаться, мои дорогие львы и львицы, в какую-то реальность жизни и ничего не упустить, и себе не навредить, и с другой стороны, ну, может быть, вот эти какие-то события внешние, они вас подталкивают сделать вывод и на что-то решиться. Но это что-то интересное. Вы знаете, тут может быть какой-то захватывающий проект, причем такой вот с вдохновением, правда? У кого-то проиграется. Но, видимо, тезис-план как минимум надо себе составить. Или написать за и против, опять же, на бумаге. Бумага имеет волшебную силу, силу реальности. И поэтому, даже если мы продумываем через бумагу, поверьте, ну, если чему-то вы скажете «да», значит, это где-то может сработать в вашей жизни именно в реальной. Но упорядочить что-то вам стоит. Итак, в чем же еще навести порядок? Ну, посмотрите, в отношениях. Вообще, это карта четверка жезлов, праздник после победы. И вроде бы есть праздник, есть победа, есть радость. Но карта говорит, тебе вот этот порядок или уклад, ну, может быть, как-то видоизменить. Первый у нас аркан нулевой. Уже какая-то новая реальность включилась. И мы не можем, ну, как выпасть из этой реальности, потому что мы еще находимся в каких-то прежних шаблонах. Для кого-то из вас, может быть, это и денежный какой-то вопрос, тоже наперед просчитать. Для кого-то обустроить свой дом, для кого-то вопросы семьи и личной жизни. Вот все вам следует привести в баланс. Или действительно через бумагу, ну, буквально по пунктам, например, прописать, что я хочу. И точно так же с другой стороны тетради или листа написать,
чего я не хочу. И после этого возможности прописать, какие есть на теперешнее время и к чему я в конечном итоге стремлюсь. Потому что то, к чему мы стремимся, мы часто не видим первые свои шаги. Но если мы думаем об этом каждый день, вспоминаем, поверьте, мысль материальна, и для нас пространство дает новые варианты. Что же для вас нужно? Упорядочить или организовать, согласовать. У кого-то вопросы по части документов. Может быть, уделить внимание вашей работе. По королю мечей идут и руководители, идут высокие инстанции, когда мы согласовываем, подписываем ваши бумаги, документы. Для кого-то из вас может быть и налоговая отчетность, может быть и банкиры, когда вы идете в банк, и с учетом пятерки пентаклей кто-то хочет взять ипотечный кредит, и тогда вам нужно это просчитать. Я не вижу того, что вы берете за кого-то, к примеру, поручительство. Вот с этим будьте аккуратны и внимательны, потому что деньги могут быть, и могут быть какие-то траты. Значит, траты должны быть только разумные. Императрица себе не должна навредить. Помните об этом тоже, даже пусть это в контексте или в концепции денег. Для кого-то из вас это могут быть, часто тоже проходят те инстанции, вот как представители власти или люди в погонах. Погоны тоже бывают разные. Бывает таможня, может быть, опять же, какие-то согласования. Или вот разные направления, но и есть еще и такой момент, люди, которые работают посредством интернет. Или, может быть, конкретный человек, который рожден в знаке зодиака, стихии воздух, или имеет там асцендент. Близнецы, весы, водолей. Есть какие-то контакты. Но, значит, могут быть и судьбоносные какие-то контакты. Я тоже такое могу предположить. Тогда вам нужно разобраться, в каком ключе будут продолжены отношения. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.